Всем привет! Вы на канале Мазы Снитин, и сегодня вяжем комбинезончик из Alize Puffy Fine для малышей от 3 до 6 месяцев. В начале вязания разрезаем первую петельку, чтобы у нас получился небольшой хвостик. Дальше отделяем 2 петли и третью провязываем в первую, а четвертую во вторую. Затем снова в первую петлю и во вторую. Так чередуем, провязывая 12 пар петель. Вяжем резинку, ножки комбинезона. Довязали до конца и пересчитаем все петельки. У нас должно получиться 12 косичек. Две последние петельки складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нити. Последнюю оставшуюся петлю провязываем в первую, тем самым соединяя наше вязание в круг. Проверьте, чтобы косичка не перекрутилась. Теперь начинаем набирать петли за крайнее ребрышко каждой косички. В первую продеваем одну петлю с рабочей нити, во вторую 2. И так чередуем: одну петлю, 2 петли. Набираем петли по всей длине резинки. Довязали ряд до конца, и теперь, начиная с первой петли соединения, пересчитаем все петли. У нас должно получиться 17 петель. Для вязания узора резинка нам необходимо четное количество петель, поэтому в последнюю мы добавим еще одну, 18-ю. В следующем ряду первую петлю соединения провязываем лицевой, продеваем сзади наперед. Затем перекидываем рабочую нить и вторую петлю провязываем изнаночной, спереди назад. Так чередуем: лицевая, изнаночная. Вяжем узор резинка. Лицевые петли похожи на косички, а изнаночные на узелки. До резинки и приступаем к вязанию основного узора. Для этого нам необходимо связать 7 изнаночных петель, 4 лицевые косы и снова 7 изнаночных петель. Вяжем первый ряд основного узора, оставляем рабочую нить перед работой и провязываем 7 изнаночных петель. Перекидываем рабочую нить и провязываем 4 лицевые узора косы. Теперь снова перекидываем рабочую нить и провязываем 7 изнаночных петель.
перекрещиваем так, чтобы правая оказалась поверх левой, и затем провязываем их лицевыми. Дальше перекидываем рабочую нить и снова провязываем 7 изнаночных петель. Закончили ряд, и следующий вяжем так же, как предыдущий. Все изнаночные петли провязываем изнаночными. При формировании косы перекрещивание в каждом ряду повторяется. Первые 2 петли левая поверх правой и вторые 2 петли правая поверх левой. После узора коса провязываем снова 7 изнаночных петель. Провязали 4 ряда основного узора. Пересчитаем их. Это легко сделать по полоскам из изнаночных петель. Также у нас получилось 3 перекрещивания кос. Под первой петлей прикрепляем цветной маркер. Также его можно заменить любой нитью. Начиная с этого ряда, начинаем делать прибавки в первую и противоположную ей петлю ножки. Для того, чтобы сделать прибавку, в первую петлю продеваем сразу 2 петли с рабочей нити. Остальные петли провязываем по рисунку изнаночными. При вязании пуффи-файн будьте внимательны, маленькие петли легко могут потеряться. При вязании узора косы петли всегда перекрещиваем в одном и том же направлении. Первые 2 лицевые слева направо, вторые 2 справа налево. Первую изнаночную петлю после узора косы провяжем как обычно, а во вторую добавим сразу 2 петли с рабочей нити. Дальше провязываем оставшиеся 6 изнаночных петель. Довязали первый ряд с прибавками и проверим с изнаночной стороны, нет ли у нас упущенных петель. Дальше вяжем без прибавок еще 2 ряда, 8 изнаночных петель, 4 лицевые петли косы и снова 8 изнаночных петель. Провязали 2 ряда без прибавок и снова пересчитаем петли. С двух сторон от узора косы у нас должно получиться по 8 изнаночных петель. Повторяем прибавление петель еще 2 раза, то есть в первом ряду прибавляем петли, в 2 последующих провязываем без прибавок.
Закончили делать прибавки, и всего у нас должно получиться 9 рядов. Мы прибавили 3 раза по 2 петли, поэтому общее количество петель должно составить 24. Длина ножки получилась 25 сантиметров, а ширина 15. Аналогично вяжем вторую ножку комбинезона. Довязали вторую ножку, и у нас должно получиться по 10 изнаночных петель с каждой стороны от косы. Обрезаем рабочую нить, а хвостик прячем на внутренней стороне вязания. В конце вязания я покажу, как незаметно спрятать все хвостики с помощью обычной нитки для шитья. Располагаем ножки косами наверх. Отсчитываем 5 изнаночных петель от косы левой ножки и привязываем рабочую нить. Затем складываем обе ножки вместе и соединяем их петлей с рабочей нити на уровне 5 петли. Дальше переходим на правую ножку и провязываем все петли по рисунку, изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Закончили набирать петли вокруг правой ножки и дошли до петли соединения. Петлю с рабочей нити еще раз продеваем через 2 пятые петли, только в другую сторону. Затем петельки подтягиваем и дальше продолжаем набирать петли по рисунку уже на левой ножке. Довязали первый ряд до конца и посчитали, у нас должно получиться с внутреннего края по 4 изнаночные петли. Всего у нас должно получиться 48 петель, то есть по 24 петли на каждой ножке. Начиная центр вязания, вяжем второй ряд. Провязываем все 48 петель. Во втором ряду в центре вязания спинки сзади прибавляем еще 2 петельки. Таким образом у нас получается 50 петель.
Довязали второй ряд до конца. И в третьем ряду начинаем вязать в другую сторону. Формируем полочки нашего комбинезона. Провязываем 4 изнаночных петли, затем 4 лицевые петли косы. И дальше все петли по рисунку. Довязали ряд до конца, и теперь мы будем двигаться в обратном направлении. Всего нам нужно провязать 12 рядов. В следующем мастер-классе мы свяжем перед, спинку и пройму для рукава, закрепим плечевые швы, свяжем планочку для пуговиц, рукав и капюшончик для нашего комбинезона.